Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, магазин magic-vant.me. И сегодня мы будем говорить с вами про предварительные ласки. Что это такое, с чем их едят и основная ошибка многих, к сожалению, практически всех людей. Итак, вначале давайте посмотрим, как определяется это у нас слово. А определение сводится у нас подготовка к сексу партнера. И вот вам тут уже сразу содержится обман. Прелюдия – это само по себе приятное действие, которое по своей силе при правильном применении дает ощущение не менее, чем сам секс. К сожалению, в нашем языке и в нашем понимании все ее часто сводят к понятию подготовка партнера к сексу. То есть вот у нас партнер секс не хочет, давайте его подготовим, теперь он готов к сексу, теперь в него можно вставлять пипиську. Но при этом, при всем, мы вроде бы не маленькие дети, вроде бы многие прекрасно понимают, что когда мы гладим и ласкаем друг друга, мы испытываем море удовольствия. И при этом все равно часто сами ласки сводятся для того, чтобы до секса. Очень часто они даже отсутствуют во время секса. Как бы самая распространенная картина у нас какая? Так же, как в порно, минута-две минуты занимаем прелюдией, потом минет-кунилингус, потом поехал секс. В конце тоже закончили каким-нибудь минетом, чтобы, соответственно, не было детей. Got you. Я только что, наверное, описал секс 90% пар. И многие себя даже узнали в этом сексе. Скажем так, во время прелюдии мы, когда трогаем наши участки тела, когда люди вообще обнимаются, целуются, ласкают друг друга, у нас вырабатывается окситоцин, очень важный для жизни гормон, который вообще определяет свой-чужой и заставляет чужого, ну, вот у нас есть вот чужая, она и не из нашего прайда, не из нашей семьи, не из нашего там близкого круга общения, какая-то девочка или какой-то мальчик, и вот за счет прикосновений, обниманий и прочего, наш мозг выделяет окситоцин, и мы начинаем воспринимать этого человека как свое, как близкое нам. Потом в процессе, но это происходит в момент влюбленности. Пока мы влюбленные, мы ходим за ручку, мы обнимаемся, мы целуемся и так далее. Когда мы начинаем совместную жизнь, все это дело откладывается, и постепенно все сводится к тому, что наше взаимодействие это там 5-10 минут разговора в день и плюс там секс 5 минут, ну у кого-то 20 минут, вот, без особых прелюдий, без чего-то. Мы считаем, что этого достаточно, и внимание, в какой-то момент мы обнаруживаем, что живем рядом с чужим человеком. Это происходит из-за того, что этот человек нам стал дорог и близок не от того, что мы в него влюбились, а от того, что у нас было достаточное количество телесного контакта. Наш мозг заставляет нас вступать в отношения с помощью хотения этого близкого контакта и с помощью того, что стимулирует нас, что вот приятный нам человек, и мы начинаем с ним много обниматься. Впоследствии, к сожалению, наш мозг думает, ну что, детей-то я наделал, или не наделал, значит не может иметь детей. И переметнусь-ка я на следующего партнера. Это я где-то уже в видео говорил, да, и кто смотрит первый раз, у меня много видео, в этом видео я буду делать много ссылок, они потом все будут в описании на отдельные ролики. В каком-то недавнем видео я объяснял, что все, что входит в привычку, уходит на уровень обработки мозга базальными ганглиями. Все, что у нас в базальных ганглиях, обрабатывается, это у нас рептильный мозг. Единственное, две эмоции, на которые он способен, это либо убегать от противника, либо жрать, либо биться с противником. Все. Других эмоций он не испытывает. Все остальные эмоции выше, они на уровне млекопитающего, то есть лимбической системы. И когда вы привыкаете к партнеру, когда вы все освоите к привычке, вот что, вы можете, он для вас становится чужим человеком, это враг. И единственное, как вы можете это дело предотвратить, это достаточное количество телесного контакта. Это физиология, даже не психология. Ваше тело либо будет воспринимать человека как близкого, как маму, жену, там, так далее, вот, любимую жену, не ту, которая там через 40 лет так, где твои носки, вот, пошла вон, а все-таки близкого человека. Либо как какое-то странное постороннее животное, которое живет на вашей территории, что оно тут делает, я хочу от него избавиться. И так будут оба партнера. Но и так, переходим все-таки к нашим любимым прелюдиям. Это я вам объяснил, зачем, чем прелюдии важны, чем прелюдии нужны. Это такой способ, помимо того, что дальше я еще расскажу, что же многим женщинам нужно именно там много-много времени, чтобы испытать крутой, хороший оргазм, на самом деле мужчинам тоже. У нас процентов
30 женщин вообще никогда не испытывает оргазма в семейных парах, в семейных отношениях. И это американская статистика. В России я не знаю, у нас никто не ведет. Американцы статистику ведут, там можно посмотреть. У нас такой статистики не ведется. У нас вообще профессия сексолог это такая заброшенная куда-то далеко, туда ходить надо с проблемами, а проблема это значит писька не стоит, там вагина не смачивается, все остальное мы никому ходить не будем. Так вот, помимо всего прочего, вашего хорошего отношения с партнером, кожа, которая нас покрывает, это 80% всех органов, массы всех органов, которые у нас есть. И это главный источник удовольствия после вкусовых, после, соответственно, совсем там каких-то внутри, которые в мозгу происходят, где вы, не знаю, от хорошей книги там удовольствие получили. Так вот, кожа позволяет нам получать до 80% данных о информации о мире за счет тактильных ощущений. Когда вы трогаете друг друга, вы активизируете нервные окончания. Нервные окончания, про это знают все партнеры, все спортсмены, которые там на скорость работают и так далее. Нервные окончания в случае бездействия начинают как бы терять свою функцию. В случае постоянной активности, грубо говоря, когда мы часто трогаем всем телом, что-то нас трогают или мы трогаем, в случае постоянной активности они наоборот набирают обороты. Поэтому, когда вы трогаете друг друга много и долго, и больше по объему большую площадь вашего тела, вы активизируете больше нервных окончаний. Они у вас тренируются и дают вам больше удовольствия. Лучше умеют отличать разные виды прикосновений, больше, соответственно, впрыскивают вам гормонов, больше позволяют вам получать удовольствие. И если вы трогаете друг друга меньше, пропускная способность аксонов падает, так как она не используется. Это, как все спортсмены знают в спорте, когда вы занимаетесь спортом, и неважно, у вас даже может быть животное, если вы регулярно занимаетесь спортом, как я, например, боксом, то в процессе дня вы чувствуете тонус. Вот здесь то же самое. Чем больше вы играете со своими нервными окончаниями, тем в большем тонусе вы находитесь. Переопределение термина «предварительные ласки». Давайте переопределим. Так, предварительные ласки – это некие действия, поступки, окружения, создающие в нашей голове сексуальный контекст и стимулирующие наше тело и наши нервные окончания. То есть это изначально процесс, который нужен для увеличения, в том числе, вашего возбуждения, а не там 2 минуты перед сексом. Кто парится, кто задался резонным вопросом, а что делать больше 2 минут, не волнуйтесь, в этом видео я дам на это ответ и дам ссылку на другое видео, где я все это показываю. Итак, раз мы говорим о прикосновениях, то первое, с чем многие сталкиваются у себя в голове, это у нас следующая тема – эрогенные зоны. К сожалению, очень многие из нас воспитаны на всяких журналах, журналистах, фразах от кого-то: я нашел эрогенную зону там, я нашел эрогенную зону сям. Да, те, кто читали Космополитен, наверное, там знают много эрогенных зон. Но я вас сейчас огорчу. На самом деле, когда ученые делали соскоб кожи в местах, где есть эрогенные зоны, и в местах, где их нету, эти участки соскоб, это значит брали и снимали кусок кожи у добровольцев. Когда они утверждали, что у меня вот здесь есть эрогенная зона, они его там соскабливали, а вот здесь у меня ее нету. Никакой разницы в коже не было. Да, эрогенной зоной может с большей вероятностью станет тот участок кожи, где больше всего нервных окончаний. Но само по себе большое количество нервных окончаний не гарантирует там наличие эрогенной зоны. Более того, эрогенными зонами покрыт достаточно большой объем нашего тела, большая площадь. Это не то, что у женщины их там 2, 3, 4, 5. Так как я сказал, в коже ничего другого не содержится, то эрогенные зоны у нас возникают не на коже, они возникают у нас в мозгу. И вот единственный способ на самом деле узнать свои эрогенные зоны, либо зоны партнерши, как я сказал, образуются они в мозгу, кожа отношения не имеют. И все классические зоны, которые представлены в журналах, на самом деле можно сразу, да, там часть совпадет, а часть не совпадет. 30% этих зон будут другими. То есть они не только будут, 30% этих зон просто не будет в теле человека, который там описано. Да, там, понятно, всегда описано кошачье место, шея, нижняя часть груди, кстати, не верхняя, а нижняя,
Ну, у кого-то, кстати, верхняя. При этом грудь у примерно 30% женщин вообще не эрогенная зона, чтобы вы, мужики, знали. Я вам примеры привожу. На боках, вот здесь живота, ближе к там на уровне поясницы, достаточно большая часть вообще задней части спины, голова вот здесь, под волосами, под коленками, внутренняя часть бедер и, собственно, ступни. И вот это, собственно, так называемые эрогенные зоны второго порядка, эрогенные зоны первого порядка, ну, это понятно, это наши половые органы. Как я сказал, у 30% эти зоны не совпадут. Ну, то есть 30% шансов на каждую зону, что ее нету. Зато эрогенная зона может быть там, где не описано. Политон не знает, где у Саши Прокуророва находится эрогенная зона. Вот там вместо груди, грудь у него не эрогенная зона. Да, мужики, у нас тоже грудь может быть эрогенной зоной. Вот, грудь не эрогенная зона, а у него там, не знаю, попа эрогенная зона. А у Маши какой-нибудь Свящниковой, у нее там эрогенная зона, не знаю, на внешней части ладони находится, а там внутренняя часть бедер не эрогенная. Ну, это редко, внутренняя часть бедер, так как находится очень близко к первичным эрогенным зонам, то есть к половым, она почти всегда является. Да, еще небольшая хитрость, почти все места, которые испытывают щекотку, вот они потенциальные эрогенные зоны, но так называемые немного спящие. Что такое спящая зона? Она активизируется тогда, когда ваше тело уже испытывает определенное возбуждение. Не все зоны сразу же являются эрогенными, то есть они потенциально эрогенные, но после определенного уровня возбуждения. И вот там, где щекотка, они сверхчувствительные, эти зоны, там очень много нервных окончаний и очень легко поддаются раздражению. И вот свыше какого-то уровня возбуждения вместо щекотки там будет возбуждение дополнительно. Но единственный способ узнать эрогенные зоны — это собственный самопоиск, искать их на себе. Примите ванну, накапайте туда 5 капель какого-нибудь эфирного масла. Если слово «какого-нибудь» вас ставит в ступор: корица, роза, имбирь, баобаб, сандал, шалфей, иланг-иланг, лаванда. Ну вот там несколько опробованных. У меня есть отдельное видео про запахи, но ищите так, ссылку на него не дам, это не в рамках этого видео. Так вот, после ванны идете под расслабленную музыку. Про музыку я еще скажу отдельно на этапе, когда буду говорить про торможение головного мозга. Включили музыку и спокойно себе ищите, гладите себя. То же самое вы делаете с партнершей, только там вы уже должны уметь говорить. Не умеете говорить, молчите и издавайте какие-нибудь звуки. Не умеете звуки издавать, договаривайтесь: сегодня ищем твои эрогенные зоны, все это включаем под поцелуи, под все, ищем эрогенные зоны. В какой-то момент девушка начнет хотя бы какие-нибудь звуки подавать. Ну, то есть говорим: ты хотя бы как-нибудь давай мне понять, что она там есть. Не только мужики, мы такие прямые, вот не надо думать, что она там легко все это начнет вам рассказывать. Она же сама лежит и не понимает, та не та. Плюс я сказал про спящий. Поэтому и девчонки, вы как бы понимаете, что вы можете какое-то время не издавать звуков, не говорить, что да, здесь точно зона, а говорить приятно. Там. Вы как бы не обязаны полностью досконально знать свое тело. Вы от рождения этого не умеете. То же самое к мужикам, будьте к этому готовы. Итак, вы только поезд делается не 2 минуты, а минут 15. Вы по каждой зоне, там где-то помните, вам надо будет все тело пройти где-нибудь раза 4, потому что часть зон, она спящая. И вам надо будет это записывать, запоминать. У меня есть видео-дневники страсти, специально ведутся на поиск всякого разного в сексе. Можете это посмотреть, ссылка будет в описании. Также, если вы знаете, когда вы после того, как вы самостоятельно поискали зону, прям берете руку партнера и партнерши, гладите себя, там, показываете, где эрогенные зоны, и показываете то, как надо гладить. Да, про прикосновение я еще расскажу. Многие люди не знают, как нужно гладить. Они берут, сцепляются так: давай я тебе сейчас проглажу, массажик такой сделаю твоим сиськам. И девушка такая: уйди отсюда, придурок, мне больно. Вот. И это не сказка, это тоже реальность жизни. И я сам также трогал женские груди, когда девчонкам было больно. Ну, я, по крайней мере, общался всегда, поэтому я часто слышал потом, что нет, мне больно. А с некоторыми мужчинами приходилось терпеть, этим же девчонкам, потому что они говорили: да нет, ну тут у тебя эрогенная зона, я знаю, давай, сейчас я выдавлю ее из тебя, сейчас она пойдет, сейчас кровушка разогреется. Так, конечно, делать не надо. Своей же рукой показывайте партнеру или партнерше, где гладить, как гладить. Вот идеальный способ. Причем, как бы я часто это в видео говорил, у сексологов почти все проблемы, ну там они по-разному решаются, но практически на 90% определенных проблем пар выписывают так называемое
чувственную фокусировку, она там по-разному называется. Это когда людям первые там сколько-то раз вообще запрещено сексом заниматься, но это там еще когда плохо стоит или не стоит, воздействует. Там первые сколько-то нельзя сексом заниматься, зато по полчаса в день нужно тратить на обоюдные ласки. Вот, там это все имеет свою структуру, технику. Кому интересно, у меня есть видео, тоже ссылка будет в описании. Там подробно расписано много методик, упражнений от сексологов, которые используются при всяких отклонениях и прочих. Ну, там практически все они расписаны, те, которые касаются как раз эрогенных зон и такого вот ошибок взаимодействия. Все, вы там нашли свои зоны, показали партнеру, партнерше, все. После этого вы можете прекрасно обходиться, работать с эрогенными зонами. Да, так как многим, опять же, есть проблема, чем еще занять себя в постели во время той самой прелюдии. У меня есть видео, что можно еще погорячее, ссылка будет в описании. Там кто первый раз смотрит, я БДСМом долго занимался, потом свалил из темы. Там много очень всяких БДСМных практик, которые я переделал под вариант, что можно делать обычная пара, без наших там разрезать кожу. Сейчас часть упала от монитора. Там пройтись плеткой по спине, часть тоже упала. И плеткой пройтись это не 20 ударов, а 300 ударов или там 500 ударов. Сейчас еще часть упала, которая всегда фантазировала на тему БДСМ, но думала, что плеткой там просто помахают. И на этом перейдем к следующему этапу. Торможение коры головного мозга. И это тоже мы используем в предварительных ласках. Здесь часто как раз накладывается, опять же, есть такое понятие, как фольклор народный. Вот в сексе это самый-самый большой, на мой взгляд, противник, который мешает человечеству, по крайней мере, населению России, очень многие вещи понимать самостоятельно про себя. Часто мы сталкиваемся, чем больше, тем лучше. А при этом мужчина с членом 22/8 практически не пригоден к сексу. Это уже за разряд из инвалидности их уменьшают, эти размеры. Тоже там такая поговорка, если мужику приятно, то и девчонке тоже. Баба не захочет, кобель не вскочит. Вот куча всякого такого бреда и еще даже больше. К сожалению, народный фольклор накладывает очень много таких псевдоистин от бабушек и дедушек. Сами вы понимаете, уровень качества секса в Советском Союзе или там даже в царской России. Люди, да, очень, конечно, много знали, впитывали все с молоком матери и, наверное, с ложкой пшеницы, пророщенной в каше. Не знаю, откуда они там чего брали. Про торможение коры головного мозга. Очень многим из нас забили голову, что музыка, свечи и так далее, это все романтика, это все детский сад. Вот фиг вам. Конечно же, это в том числе и романтика. Но романтикой это стало не потому, что это детский сад, а потому что эти процессы позволяют затормозить работу коры головного мозга. Убрать во всякие лишние мысли, которые вам мешаются в процессе. Вы сидите, общаетесь с девушкой или с мужчиной. Вы должны общаться, если в это свидание, в какой-то момент, и вы уже понимаете, что вы друг друга хотите, вы должны общаться про секс, вы должны флиртовать, вы должны что-то говорить, чтобы ваше настроение уходило в сторону сексуального контекста, все смещалось. Что мы говорим? Моя работа, мои дети, мы туда, на рыбалку, что угодно мы говорим. То есть мужчина устроил романтический вечер жене, привел ее в ресторан, и они говорят о всякой херне. Чтобы такого не было, чтобы настраивать себя на нужный лад, мы должны притормозить свой вечно говорящий мозг, который нам вечно говорит, а мы не сделали сзади нет, а мы не сделали то, так далее, так далее. Наш мозг умеет делать только две вещи одновременно. Правым полушарием и левым полушарием. Я не буду сейчас, где-то я ссылался на это исследование, сейчас не буду даже ссылку искать. И поэтому все, что нам требуется, чтобы наш мозг не мог переключиться, это забить его, как мы получаем данные, с помощью ушей, глаз, основные, тактильность, да. Поэтому музыка и освещение свечками существует не для того, чтобы ту самую романтику, которую мы боимся воспроизводить, а для того, чтобы прекратить разговоры с самим собой в нашем мозгу. Свеча имеет неравномерное освещение, оно не постоянный поток, и все время уровень освещения меняется. Нашему мозгу приходится это обрабатывать. Особенно если пламя свечи, самое главное, помещать его так, чтобы оно было в нашем прямой видимости. Если мы разговариваем с человеком, это либо такая свеча, которая стоит между вами где-то по бокам, и вы ее видите в периферийным зрением, либо просто одна свечка стоит за одним партнером, другая за другим. У меня, например, в спальне размещается до 5 свечей, так, чтобы их было видно, то есть выше кровати. У меня колонки стоят, собственно, на них свечки я и ставлю, мне проще. Да, в сексе тоже используется та самая романтика.
Не обязательно каждый раз. А наша, соответственно, слуховая часть, мы перебиваем ее музыкой. Самая оптимальная музыка классика. Но для многих, конечно, романтика, секс и классика несовместимы. Вы можете использовать какой-нибудь спокойный лаунж. Сейчас музыки достаточно в интернете более чем. Как я сказал, это вам позволит остановить все свои вот эти вот говорливые процессы и расслабиться. В том числе, когда вы ищете эрогенные зоны, также можете это применять. Вы заметите, насколько легче вам станет рассказывать, что вам здесь вот хорошо, здесь приятно. Почему? Потому что ваш внутренний монолог не будет вас беспокоить. Вы не будете на нем зациклены. И он не будет вам поддакивать: нет, это не говори, это может быть не так, а он не так поймет, а он здесь обидится, а он здесь вот это вот, вся вот эта вот херня, она останется за бортом. Итак, 40 минут секса или прелюдии. Почему 40 минут? Когда-то был такой Джон Мастерс и забыл вторую, соответственно, доктора, которые провели более 800 с чем-то тестов. Про них, кстати, есть даже сериал «Мастера секса», но там можете... Я лично только первый сезон посмотрел, остальные сезоны про любовь, а что-то там про исследование было в начале. Тем более я их труд уже читал, мне уже смотреть будет неинтересно. Так вот, они более 800 с чем-то человек, соответственно, наблюдали в процессе секса и секса с вибратором. У них был вибратор, в который была встроена камера, они смотрели, что там происходит. Ну, камеры, датчики давления и так далее. Так вот, они выяснили, что когда время, что практически все испытуемые испытывали оргазм, там неважно их опыт, неважно, ничего было неважно. Если секс длился там 40 минут, это вот они вычислили такую усредненно-максимальную зону, не среднюю температуру по больнице, то есть в среднем люди кончают через 40 минут. Нет. Время, которое нужно для того, чтобы практически все женщины, за исключением, испытали оргазм. Бывает там оргазмия, там невозможно это испытать. Временное бывает все уже до конца. Так вот, 40 минут требовалось в максимуме. Поэтому это время берется для секса в целом. Что это некий максимум. Да, конечно, некоторые пары скажут, это много, некоторые пары скажут, это мало. Все имеет право на жизнь. Не все мужчины могут заниматься сексом 40 минут, грубо говоря, не вынимая, меняя позы. Некоторые мужчины больше, чем минута, 2, 3, 5, они не могут. И более того, вот как раз средняя температура по больнице, это что-то минута 40, что ли. При этом у меня было, с одной партнершей, с другими такого не получалось, но с одной партнершей я мог часами заниматься сексом. Часами, это 1,5 часа я засекал. И практически, не вынимая. Там есть и такие, как я в тот момент, и все остальные. И в среднем температура по больнице минуты 40. Конечно же, меньше минуты считается, меньше минуты 40 считается преждевременная эякуляция. Как раз требуется обращаться к специалисту, называется он сексолог. В этом случае именно к сексологу, не к андрологу. Но так, давайте посмотрим. 40 минут. На самом деле, женский организм устроен так, как я сказал, в общем-то, эрогенных зон в телесном виде их не существует. Они существуют у нас в мозгу. Вот точно так же у женщины связан оргазм, он сильно завязан на мозг. И, в принципе, неважно, как вы ее будете возбуждать. Руками, членом, это абсолютно не имеет никакого значения. То есть вы можете 39 минут потратить на возбуждение руками, и потом, по логике, за минуту, там достаточно будет небольшой стимуляции вагинальной, чтобы она испытала оргазм. Да, про вагинальные оргазмы я еще скажу. На самом деле 30% женщин их не испытывает никогда. У них есть только клиторальный оргазм. И поэтому там можно уелозиться. Это не значит, что с ними не надо заниматься сексом. Это не значит, что секс с ними плох. Просто надо понимать, что для таких женщин ваши вагинальные фрикции, они существуют, потому что ей приятно. А вообще секс для нее больше связан, то есть оргазм связан с клитором. Поэтому давайте сразу разнесем понятие оргазм и понятие секс. Хороший секс – это не хороший оргазм, это хороший секс. Это два разных понятия. Вот когда вы разнесете у себя в голове секс и оргазм, и это две разных вещи, что да, одно следует после другого, но даже не всегда обязательно. Но секс должен быть хорошим. Вот тогда вы поймете, что прелюдия – это часть секса, а не предварительные ласки, которые нужны для того, чтобы разогреть перед оргазмом. Потому что очень часто люди в голове подразумевают именно оргазм, особенно мужчины, что хороший секс – это хороший оргазм. И разогрев перед сексом означает, на самом деле, у многих разогрев перед оргазмом. Если вы потратите 40 минут на прелюдии, скорее всего, ваша женщина на большой процент испытает оргазм. Но, как я говорил, очень многие из вас столкнутся с простой мыслью, с которой я тоже столкнулся когда-то. Все отлично. Что делать 20-40 минут?
И тогда я, соответственно, сделал видео. Здесь я рассказывать про это не буду, это очень долго рассказывать. Поэтому можете посмотреть мое видео «40 минут до секса». Можете сразу вторую часть, там 3 части. Первая часть – это теория и объяснение, что будет происходить. Вторая часть – это движение. Там идет минута, такие легкие ласки по всему телу. Вы их сами придумаете, вернее, 2 минуты. И минуту идет интенсивное воздействие на какую-либо зону. Вот на какую зону и как я там описываю. Соответственно, вначале идут зоны второго порядка, потом все дальше, больше уже к зонам первого порядка. Но все эти 40 движений, 40 таких интенсивных зон я показываю. Все эти 40 вариаций движений не содержат никогда стимуляцию вагины. Сделал 40 вариаций без использования, собственно, вагины. Поэтому там идет специальная мелодия, она, кстати, идет даже не 40 минут, она идет там порядка часа, там как раз все эти там 2 минуты и минута разложены, там специальные, я не стал уж брать классику, знаю, что многие реагируют, что классика, секс, вы что, дурак? Ну, вот я взял там лаунж, и ссылка на мелодию там также есть, люди используют, кто-то использовал прям как я описывал в стоячем положении, кто-то использовал в лежачем положении. В третьей версии описывается, как это использовать, даже, грубо говоря, доминируя над тем, кто делает все это дело. Потому что когда я тестировал, делала это девчонка мне, но мне надо было протестировать и обратную сторону. И когда я вставал, и ей надо было делать движение, она, конечно, ничего не запоминала, что надо делать. И я ей словами говорил, что надо мне интенсивно стимулировать. И это был такой очень забавный элемент доминации, совершенно естественный, а не вот этой всей там на колени, сука, сосать и прочее, то, что можно увидеть в порнухе. Еще немаловажная штука, как вы трогаете партнершу. Итак, как трогать. Это, конечно, некая отдельная наука, и это нужно уметь. Самый, опять же, простой способ, чтобы научиться трогать другого человека, это научиться трогать себя. Помните, как я говорил вам, 15 минут потратите на поиск эрогенных зон. В принципе, за это же самое время вы можете учиться себя трогать. То же самое, примите ванну, расслабьтесь, там пусть вам массаж сделают. После этого вы начинаете себя гладить, искать свои эрогенные зоны. И вы учитесь гладить себя так, чтобы вам было приятно самому. Вы должны испытывать наслаждение от того, что вы себя трогаете. Поверьте, если вы будете... Поверьте, если вы трогаете себя и вам не нравится, 100% это не понравится и другому человеку. У меня есть отдельное видео, как трогать девушку-мужчину, тоже будет ссылка в описании, там подробно написано. Но вот вам, например, да, есть 4 вида прикосновений, там легкое, едва ощутимое. Это когда вы еле-еле вообще касаетесь, там еле проводя. На самом деле это связано все с реакцией нервных окончаний, и про это есть видео. Легкие, когда вы просто проводите, плотные, и жесткие, когда вы там сдавливаете, жестко жмете и так далее. Они все нужны нашему телу. Например, вот я веду у себя по руке. Здесь зона высокой чувствительности. Но это легко узнать по себе, поэтому я не буду эти зоны расписывать. Вы их за 15 минут все узнаете. Здесь у меня зона высокой чувствительности. Если я поведу легкими прикосновениями, мне будет щекотно. Вот здесь нет, здесь все нормально. А здесь опять зона высокой чувствительности. Там не видно. Вот здесь начинается у меня опять зона высокой чувствительности. Здесь легкие прикосновения будут щекотными, они будут излишне раздражающими. На эти зоны я могу положить руку и согреть их, пока туда не прильет кровь. Я могу использовать плотные прикосновения, когда у меня высокая степень давления на зону. Но когда плотные прикосновения и у нас нет волос, у нас, мужиков, все просто. Да, волосы есть, у нас рука в любом случае скользит. У девчонок гладкая кожа. Поэтому очень часто ваша рука будет вот так вот дергаться на плотных прикосновениях, и поэтому иногда проще держать и сдвигать за счет перемещения руки, чтобы она как раз так не делала. У легких прикосновений такой проблемы нет. Но вот сейчас я согрел, сейчас у меня уже нету щекотки. Потому что у меня были вопросы в Инстаграм, у меня там активно все ведется. В Инстаграм был вопрос, что а вот у меня мужчине щекотно. Что делать? Ну, щекотно на легких прикосновениях, потому что кожа еще не привыкла. Как раз зона с высокой чувствительностью, если вы там начнете легкие либо едва ощутимые прикосновения, вам будет щекотно. Поэтому там вначале мы должны подготовить нашу кожу, просто подержать, либо плотным прикосновением пройтись. Вот, и потом уже можем приступать к другим. Все виды прикосновений я там написал. Также есть понятие обратной связи, когда мы даем партнеру, показываем, как нас нужно трогать, с какой силой, с какой интенсивностью, какие связки движений применять. Едва ощутимо, потом плотно, потом жестко и так далее. На каждой зоне все это по-разному. У меня есть видео «Секс как искусство». Там есть ряд упражнений, как раз выработать друг на друге, как нужно друг друга трогать. То есть вот как бы теория вся описывается в видео «Как трогать девушку, мужчину».
А там даются упражнения, ну, к сожалению, без этой теории их сложно понять, что там делают. Все обычно пропускают половину элементов упражнений. Как бы, а зачем я это буду делать? Это мы и так умеем. Вот пропускать оттуда ничего нельзя. Потому что без того, что ваша кожа привыкнет, например, там просто надо держать в первом упражнении, просто держать друг на друге руки. Сделано для того, чтобы нервные окончания смогли привыкнуть и выйти на рабочий режим. Если вы этого не сделаете, они не будут чувствовать то, что надо. Поэтому выкидывать оттуда ничего нельзя. А то, да, очень частая тема. И меня к тому же это всегда забавляет. Люди, вы занимаетесь чем-то, вот для там, познанием друг друга, для того, чтобы вам было приятно. Какого черта, простите меня, вы превращаете вещь, которая рассчитана на 20 минут, например, в 5-минутку? Вы такие гении, что ли, там вот у вас 7 пядей во лбу, вы там высокотактильные, высокочувствительные, вы 2 часа в день тратите на там собственные нервные окончания, и вы умнее всех на свете, да, то есть я не понимаю, то есть вы берете и просто говорите, ну нет, я тут лучше разбираюсь, я же себя знаю как-то там, я же на себя потратил целых 0 минут за последний месяц, вот, поэтому я вот сделаю, как я думаю. Это вот большая ошибка, и очень часто люди пропускают какие-то вещи в упражнениях, думая, что нам это не надо. Или, например, там у сексологов, они приходят к сексологу, говорят, вот у нас проблема, у нас там у мужчины не встает. Вот. Он им прописывает чувственное фокусирование. Они думают, а что это, мы тут первую неделю не должны сексом даже пытаться заниматься. Ну-ка нет, давай как бы там, так, мы 5 минут погладились вместо 20, а теперь я буду опять пытаться поставить свой член, чтобы он встал и чтобы я спокойно в тебя вошел. Это не сработает. Потому что там сексом нельзя заниматься первую неделю не потому, что сексолог злая скотина, вот, а потому, чтобы специально, чтобы у вас убрать некоторые страхи, которые иначе не уберутся. У вас мозг привык действовать по одной накатанной. У него одна нейронная дорожка действует. Ой, секс, у меня может не встать, ой, блин, я боюсь. А так всю неделю вы занимаетесь предварительными ласками, и понятие секс, ну, как бы встанет, не встанет, нету, потому что вам нельзя заниматься сексом. Вот. И на это многое рассчитано. Вот. Люди, которые говорят, да не, ну фигня все это, там, ну, ладно, я 5 минут поглажу, 20 не буду. Вот. Но если встанет, я буду сексом заниматься. Это, разумеется, не сработает. Но при этом, заметьте, я не призываю никого сексом заниматься. Я считаю, что мои зрители просто хотят большего, что у них есть. А так у них в целом все нормально. Потому что если не нормально, вам, конечно, к сексологу. И главное, когда будете учиться себя трогать, помните, ваши зоны не обязательно будут полностью совпадать с зонами партнерши. Поэтому потом партнеры друг другу показывайте все зоны, показывайте, что с ними происходит. Итак, что еще можно делать? Что делать во время прелюдии, вы также можете подчеркнуть из следующих моих роликов. Это техника слепых прикосновений. Там, где нужно завязать глаза не только одному, но 2 людям. И пытаться составить у себя в голове план, как бы картину тела партнерши, партнера на основе только тактильных данных от пальцев. Во-первых, заметьте, что она будет немножечко отличаться сильно от того, что от той визуальной картинки, которую вы себе представляете. Потому что ваши глаза многое дело, ну, мозг, он многое упрощает на самом деле. Всякие впадинки, ложбинки он не понимает. У него не 3D, ну, как зрение у нас 3D, он не умеет глазами определять там высоту точную впадины, а ваши пальцы на этом способны, они это. Тем более, запоминаете, в голове у вас картинка статическая, как выглядит спина партнерши, когда она стоит прямо, а в кровати она лежит. Там у нее спина изогнута по-другому. Это очень забавная, интересная и крайне возбуждающая практика. Те, кто хотят поиграть в ролевые игры, для вас я сделал видео ролевой игры в куртизанку, но потому что только там я нашел... У ролевых игр есть одна проблема. Это надо либо быть актером, иначе будет как в Станиславском, что все будет не верю, не верю, не верю. Как поиграть в стюардессу и пилота, честно говоря, я не знаю. Ну, кроме как просто одеться в них и раздеться. То есть, это такая ролевая игра на 2 минуты. Там мы оделись и разделись. Вот, это вся ролевая игра. Вот в куртизанке есть много правил, которые завязаны в том числе на деньгах и на оплате. Да, девчонки, вы получите деньги, иначе не сработает эта игра. И там очень много легких правил, которые можно выстроить, которые всем будет легко понять. И не требуется какого-то особенного поведения. Поэтому можете посмотреть вот это видео. Также я советую всем вам вести дневник страсти. Вот у меня есть тоже такой видеоролик. Там я рассказываю
про то, зачем ведется такой дневник. Когда вы занимаетесь исследованием друг друга, вы забываете практически все. Более того, какие-то выводы и как раз придумывание новых, то есть для чего я вам говорю, там, попробуйте это, вот он техника слепых касаний, 40 минут до секса, секс как искусство и так далее. Когда у вас будет порядка 10 вариаций взаимодействия друг с другом, отличающиеся от анальный секс, оральный секс, вагинальный секс, вот, другие, тогда вам не придется придумывать, чтобы, что вы можете придумать, что еще сделать вашей паре в кровати. Если ваш секс крутится вокруг 3 дырок, то, простите, у вас все, что придумается, это придумать другого партнера. Вот, чтобы без этого вам нужны другие способы взаимодействия. Вот когда у вас будет порядка 10, вы испробуете не один раз разные способы взаимодействия, там штук 10, вы сможете генерировать собственные очень легко. Новые, именно для вас, для вашей пары, основанные на вашем внутреннем контексте. Чтобы вам это делать, вам нужно будет время на анализ. И в этот момент вам как раз потребуется ваш дневник, где вы ведете записи, вы его даже перечитывать, скорее всего, не будете. Просто будете делать записи, и пока вы будете делать запись, вам будут приходить новые интересные мысли в голову. Что опробовать, какие собственные методики можно придумать для вашей пары и тому подобное. Да, нормальная прелюдия идет 40 минут, но в нее также включается, между прочим, флирт, который идет до этого, разговоры, заводящие вас про секс, потому что все это действует на ваше возбуждение. Какая-то обстановка, какие-то события и так далее. Это все идет тоже в зачет прелюдии. Вы тратите это время на создание сексуального контекста. Вокруг этого контекста крутится все. И про него, про что такое сексуальный контекст, я сделал отдельное видео. Оно называется как раз «Сексуальный контекст». Ссылка тоже будет в описании. Все ваши походы в ресторан, где вы треплетесь про работу, про детей, походу к друзьям, знакомым, тому подобное. Это социальное времяпрепровождение, не имеющее к сексу никакого отношения. Романтический вечер – это не поход в ресторан, где вы обсуждаете, когда вы будете покупать зимнюю резину. Вот, это время, которое тратите на создание сексуального контекста. И у меня есть видео, где я привожу пример, как подобные вещи, и как раз примеры, на которых я экспериментировал, как обыденность переводить в разряд эротизма. Называется оно «Как сохранить эротизм в отношениях», и про это тоже у меня будет ссылка в описании. Просто в рамках этого видео, если бы я рассказывал про каждую тему, оно бы длилось часов 5. Надеюсь, я смог выбить стул из-под тех людей, кто думал, что секс это всего лишь фрикция, и вообще 2 минуты достаточно. А 40 минут я прекрасно, мы там поужинали, я 2 минуты погладил, ей 40 минут секса, все, ей достаточно. И я сейчас, кстати, пинаю не только в сторону мужчин. Очень часто женщины, у нас же есть в народном фольклоре, что женщине нужны ласки, а мужчине нет. У мужчины одна эрогенная зона, это член. Все знают, все ржут на эту тему. Такие, я знаю у мужика эрогенную зону, это член. Это, конечно, все смешно, но грустно в том, что многие девчонки так и думают. То есть они думают, что мужчину не надо гладить, ему достаточно минет, подрочить ему и сексом заняться, и все. Больше мужчине ничего не надо. Нет, у нас тоже есть потребности в эрогенных зонах. Понимаете как? Когда наши кожные покровы умеют что-то делать, у них есть, опять же, и потребность это делать. Это как в спорте. Если вы используете свое тело для движения, то оно будет у вас будет за это хорошее настроение и бодрость и активность. Если вы не используете, у вас будет пассивность, вам чего-то будет не хватать все время. Также в тактильности. Если вы не стимулируете нервные окончания тактильности своего тела, вы также находитесь в неком подавленном состоянии просто из-за того, что не используете предназначенные для этого вещи. Конечно, все эти лекции не имели бы на самом деле никакого значения, если бы люди хотя бы тупо общались про секс. Чтобы вам было легче понимать, что вы нормальные, и люди, окружающие вас, тоже нормальные. Почему мы не общаемся про секс? Потому что когда многие, во-первых, еще с детства, когда мы пытались с родителями поговорить, мы слышали: я на эту тему не буду говорить, или я бы не знаю, что тебе сказать, сынок, иди, сверстники тебе расскажут. Или, ты знаешь, пестики, тычинки, бабочки это, животные это. Папа, у меня уже секс был. Тогда ты все знаешь. К сожалению, очень многие люди не могут ничего рассказать. То есть в этом плане, например, мой отчим, я ни разу не попал под раздачу, я еще маленький был. Мой брат, когда вступал во взрослую сексуальную жизнь, они общались с моим отчимом, который ему, кстати, чтобы вы понимали, что не только в наше время люди озаботились тем, что у женщины не может быть оргазма. Во-первых, как я говорю, сами даже медики про это знают уже свыше 100 лет. Эксперименты Мастерса производились в начале того века. И, например, мой отчим еще, получается, 30 лет назад моему брату рассказывал,
что не все женщины испытают оргазм от того, что ты будешь членом вводить в вагине. Поэтому, парень, не используй руки, используй язык. Вот. И не все женщины вообще, в принципе, способны испытать оргазм. Это нормально, не паникуй, ничего. Это хороший вариант, потому что он был готов к этому всему. Со мной про это никто не говорил, я вот был немного не готов. Я вот, как все, думал, что вот надо сколько-то фрикций сделать, и женщина кончит. А потом становится непонятно, окончила она или нет. А если женщина имитирует, ты еще и уверен, что она кончает. То есть такая забавная картинка. А женщинам все говорят, мужчина должен быть доволен. А доволен он, если ты кончишь. И вот она там, все, типа я кончила. Вот. И тем самым, кстати, отдаляя свой реальный оргазм. Также кто-то пытался с партнершей сказать, что, блин, дорогая, мне вот не нравится вот это в сексе, или я бы хотел вот это. И в ответ получал, да, ты извращенец. Поэтому в следующий раз, когда он слышит такую же фразу от женщины, такой же вопрос, он что говорит? Ты извращенка. Мужчины, кстати, более подвержены, женщины более легче отсекают подобные вещи, а мужчина все свое таскает с собой в голове. И поэтому мужчина достаточно быстро, к сожалению, учится отвечать: ты извращенка, ты меня сейчас оскорбляешь, значит, я чего-то там не доделываю. Женщине немножечко легче себя растормошить, мужикам чуть сложнее. Так вот, мужики, все с вами нормально, вы такой же, как все, и я когда-то отвечал: ты извращенка. На фразу «давай поиграем в ролевые игры». А через полгода там другую девчонку я привязал к кровати, там отшлепал. Но это я, потому что я не впал в вот эту рефлекторность, меня что-то толкало все время к экспериментам. Ну, в итоге, да, я добрался до БДСМа и уэкспериментировался по самое не балуйся. Плюс есть еще немаловажный факт. Не имея опыта общения про секс, вы не можете про него говорить. Объясните кому-нибудь, что такое квантовая физика или квантовая механика. Сможете? Ну, в теории вы знаете это слово. Вы даже теоретические определения там, может быть, даже слышали. В кино вы часто это слышали и так далее. То есть некий фольклор в голове у вас про него есть. Объясните кому-нибудь, что такое квантовая физика. Ну, это наука о очень маленьких частицах, которые меньше, чем электроны на уровне квантов. Вот это максимум, что вы из себя выдавите. А квантовый физик вам сможет лекцию очень интересную на полчаса прочитать. Вот это примерно то же самое. Просто потому, что в его голове есть этот контекст, а в вашей нет. И когда вы никогда в жизни не общаясь про секс, ну, максимум, что вы делали, вы в пьяной компании там говорили: да, я тоже так могу, а я вот, у меня такая телка была, она так классно сосала, о, это было волшебно. Или такой крутой секс был. Вот на крутой секс и сосала ваш словарный запас вашего мозга, он и заканчивается. Чтобы разговаривать про секс, нужен опыт. Поэтому, учась разговаривать про секс, у меня есть видео «Делимся фантазиями». Не думайте, что вы сразу начнете вот так вот там легко про него говорить в паре. Нет, вы будете кучу задержек и торможений испытывать. Но чтобы вы друг друга не поубивали там в процессе, в видео «Делимся фантазиями» у меня описан сам процесс, как нужно рассказывать другому партнеру, что там тебе хочется, что тебе нравится и так далее. Там, чтобы тебя не перебивали. Общие правила для каждого. Что говорить, что в этот момент делать, чтобы, опять же, создать некий контекст, чтобы выпасть из обыденной жизни, чтобы у вас вот это извращение, чтобы оно из вас вот так не вылетело. Вот. Я тоже встречал такие фразы: ты извращенец. У меня есть свои даже плохие фантазии, вот, и плохие фетиши. Они у всех есть. Есть то, что мы никогда не будем реализовывать. Вот, то, что никогда не должно случиться. И есть то, что вполне себе нормально и обогатит вашу сексуальную жизнь. Есть вещи, которые ты делаешь, и потом понимаешь, что тебе это было не нужно. Все, это существует у всех. И очень часто, кстати, люди, имея такие фантазии, не будут обсуждать с вами фантазии, потому что не боятся всего этого, что это из них вылезет. Либо, а иногда у людей просто нет фантазии, они боятся обсудить это. Вы, например, перекрываете все их фантазии полностью, вот, а других у них нет. И с вами им тоже будет сложно общаться. Как бы, а заранее вы про это не узнаете. Поэтому общение про секс, оно сильно поможет. В какой-то момент вы начнете легко в паре общаться на эту тему и сможете обсудить все на свете. Но для этого придется затратить какое-то время на то, чтобы создать у себя вот некие нейронные дорожки, что мы, когда общаемся про секс, это слово значит это я использую в такой фразе, это я использую в такой фразе. Вот на вот эти вот сцепки вам потребуется потратить время, чтобы ваш мозг научился выстраивать. Почему никто не рождается секс-гуру и почему или где этому учат? Действительно, немногие люди, опять же говорю, особенно и мужчины, и женщины, я там, любовница, высший класс, у меня все там от меня пищат и так далее, начинаешь с ней сексом заниматься, ее надо побить, избить, расцарапать, жестко с ней поступать,
А где она-то сама в этот момент? Чего, в чем она суперлюбовница-то? Это я как пример привел из своего опыта. Девушка там все там троллила, говорила: вы мужчины, ничего не можете, ничего не умеете, там, вы там, вас надо дрючить, вас надо выучить, там, чтобы вы могли и так далее. Блин, после БДСМ оказалось, что нужно этой женщине, это чтобы ее, как следует по жопе отлупили, потому что обычно стандартный мужчина там вот так шлепает, а ты после БДСМ, после прилета можешь немножко попридушивать и так далее. Вот и вся ее то, что она кричала, что она суперлюбовница. Да нет там никакой суперлюбовницы. Да, там исполнение каких-то фантазий для мужчин, которые даже не смеливаются исполнять, оно есть. Ну или мужчина говорит: от меня там все кончают, все, у меня 100 женщин было, все оргазм испытали, прям вот буквально за первые там 5 минут, там так далее. Ну, вот таким мужчинам я могу сказать, что за первые 5 минут 50% женщин вообще оргазм не испытают. То есть вам 50 раз соврали. И вообще есть 30% женщин, которые не испытывают вагинального оргазма, только клиторальный. Поэтому сколько вы там не дергались внутри, то есть еще 3 вам соврало из 10. Сколько у вас там осталось. И вот такая уверенность, она тоже. И, кстати, этим людям очень сложно потом себя переделывать, потому что, обладая самоуверенностью, что все круто, особенно если мужчина там хорошо выглядит, у него деньги есть и так далее, там, разумеется, ему каждая девчонка скажет: да, парень, ты крутой, за те 30 секунд, когда ты сексом занимаешься, я с тобой кончаю, все здорово. Потому что остальные аспекты жизни для нее важны в этот момент. Или женщина вся красивая, вся там, как с подиума она, ты к ней, ты не веришь, что у тебя сейчас будет с ней секс, ты смотришь такой, думаешь: боже мой, я же теперь все там... Пикаперы говорят 10. У меня сейчас будет 10. Это что-то с чем-то. Все, она ничего вообще не делает. Она просто ложится в постели и все. Она крутая, все добирались такие: давай. И девочка ничему не научилась вообще. Я на тот момент не такой говорливый был на тему секса, ничего не скажу. Но вот такое я тоже видел. Внешне супер, это просто секс, и поведение секс, и все секс. А в постели бревно. Потому что очень часто мы сравниваем какие-то вещи с тем же сексом. Мы сравниваем, например, свою внешность, которая к сексу не имеет отношения. Ни к виду движений, ни к форме движений, ни к вариациям, куда там, в какую стенку член тыкается во время даже фрикций, ни к прелюдии. Это не имеет отношения. Наша фигура, мы такой: я накачанный, значит, я про секс знаю. Все, с какого хрена? Ты про качка не знаешь все. Это, знаете, как я сейчас пример приведу, а пока еще про секс. Да, как бы кубики, они возбуждают. Да, это все нравится. Там красивое тело, нам всем нравится, мы от этого возбуждаемся. Но если человек дальше ничего не делает, собственно, про секс он не знает. Да, он обладает неким кусочком внешности, которая, соответственно, влияет на наше возбуждение. Но это не значит, что он знает что-то про секс. Да, он выглядит сексуально. У него есть вот этот вот бонус, который позволяет ему сексуально воздействовать. Просто одним своим. Вот он разделся, лег, все, он уже красивый. Многим женщинам еще больше и не надо. Но, опять же, вот про то, что знает, да, там, вот кажется, куча мышц и так далее, гора, там, олицетворение, мужская сила и так далее. Такой качок где-нибудь выпендривается. Знаете, это забавно, когда с боксерами тусуешься где-нибудь в клубе, и подходит вот там какой-нибудь качок к тебе или к кому-нибудь другому, он подходит и начинает выпендриваться. Не знаю, что-то вы не поделили там. И он начинает бычить. Он тебя выше на голову, он крутой, он все дела. Там такой, ты видишь, у него пошел размах, бум, и он падает. Он что, вот он обладает мужской силой? С одной стороны, да. Но, извините меня, это не означает, что он может выпендриваться и завалить любого другого мужика. Нет. Если другой мужик боксер, то он выглядит не так, но, увы, он окажется победителем в той ситуации. Поэтому я и говорю, что мы часто смешиваем понятия. И очень часто из-за этого у нас складывается, что мы все знаем про секс просто от рождения. Мы от рождения про него как бы все узнали, впитали с молоком матери. Это не так. Плюс, соответственно, нас нигде ему не учат. Нам не рассказывают про это в школе. У нас нет никаких особых там, скажем, как в жизни мы не встречаемся с этим общением, потому что все окружающие нас люди ничего не умеют рассказывать про секс. Соответственно, мы не можем с ними взаимодействовать на эту тему. Максимум круто, хорошо, там сосет, там он прекрасно лижет. Вот это весь наш словарный запас. Конечно, есть всякие там обучения всяким тантрам, обучение всяким минетам.
Тот же Алекс Мэй проводит курсы, кстати, очень крутые. Вот, мне Алекс Мэй не платит за рекламу, но могу сказать, что очень крутой. Это единственный человек, у которого я иногда могу смотреть видео. Они очень часто повторяются, но я видел его лекции такие, они очень крутые. Хотя, похвастаюсь, мне многие часто говорят, что вы вот то, что вы рассказываете на YouTube, мало где мы слышим. Вот я могу сказать, что вот он единственный, кого я смог смотреть. Всех остальных про секс я не могу смотреть. В Инстаграме еще да, в Ютубе вообще невозможно. Просто нет, там либо бахвали всякие такие накачанные мужики, которые бахвалятся и ничего не говорят, что я не знаю. Либо там девчонки, которые весь ролик ржут, и что-то они такое должны были сказать, но ничего ценного в ролике не было. Поэтому да, мы не рождаемся гуру секса, потому что мы не рождаемся гуру секса. Это невозможно. Нельзя родиться химиком, нельзя родиться физиком. Вот гением секса тоже нельзя родиться. Про обучение я говорю, есть всякие курсы и так далее. Только единственное, сразу вам скажу, если вы думаете, что вы сходите на какой-нибудь один курс, и там вам расскажут все на свете, нет. Вам придется пройти штук 5 разных, причем по разным темам, чтобы обогатить, чтобы создать у себя в том числе критическое мышление и научиться самостоятельно что-то создавать. Поэтому проходите всякие тантры, проходите Алекса Мэя, проходите что-нибудь там, если вы девчонка, про минет. Сейчас какие-то есть все эти академии секса. Вот в 5 разных сходите, и тогда вы обогатите действительно свой запас. Ну, либо смотрите мои ролики. Ну и делайте то, что я говорю. И опять же про проблематику секса. Хочется мне еще один пример привести. Напомню я про 30% девчонок, которые не получают оргазма в сексе. Есть, опять же, такое бытует мнение из народного фольклора, еще один вам пример, что в лесбийских парах им требуется иногда приглашать мужчину, потому что иначе они не могут удовлетвориться, потому что, как же без члена нельзя. Вот я вам напомню, что есть 30% женщин, которым, в общем-то, вагинальный секс ничего, кроме просто приятно, и не приносит. Такие партнерши вполне себе могут обойтись другой женщиной. Есть лесбийские пары, которые вполне себе полноценны. Опять же, вагинальный секс, он разный. Для кого-то, например, стимуляция точки G более чем достаточно для вагинальной стимуляции. Кстати, членом ее практически невозможно стимулировать. Есть, конечно, подушки Liberator, Wage, например. С ними, да, там такая поза принимается, что всегда почти идет стимуляция. Напомню, у меня интернет-магазин, и я много про это знаю. Так вот, для женщины, у которой стимуляция точки G требуется от вагинального секса, это делается в основном пальцами. Там другая девчонка тоже справится. Поэтому вот вам пример, как я разрушил один из очень сильных таких мифов, которые создавали у многих мужчин чувство полной полноценности, потому что, лесбийские пары, они же не полноценны. Нет, к сожалению для вас, 30% женщин вполне могут в таких парах существовать. А как я сказал, помимо того, что 30% не может испытать вагинальный оргазм, у них есть только клиторальный, то еще определенный процент, для кого будет более чем достаточно стимуляции точки G, им также член не нужен. Вот еще вам такое развенчание такого тупого деревенского мифа, который основан просто на бравировании. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magic-vant.me. До встречи в новых сериях. А тем, кто остался со мной до конца, я расскажу, получается, 3-я неделя, где выйдет это видео, то есть на 2 недели я видео не выпускал. Это видео было буквально проклятым. Я болел, я там чихал, у меня что-то ломалось, и вчера, когда я записывал, уже все, сел записывать ролик, я записал его, оказалось, мне не записался звук. Поэтому, кто досмотрел до конца, большое вам спасибо. Это было действительно выстраданное видео. До новых встреч.